В этом ролике расскажу про последние этапы – отделку и сборку кровати. Ламели грунтую огнебиозащитой, и для защиты и надо их намочить, чтобы придать выгнутую форму. Еще влажными отправляю под винтовой пресс. Если у вас пресса нет, то можно и грузом прижать по несколько штук за раз. После высыхания ламели приобретут чуть выгнутую форму. Можно покрыть их лаком и на этом поставить точку. Теперь все деревяшки покрою морилкой. Я использовал Сениш Аква Декор орех в 3 слоя. Наношу кистью и хорошо растираю, почти до высыхания. Получается тонкий равномерный слой. После высыхания каждый слой прохожу 500-й наждачкой. Без нажима снимаю пылинки и шероховатости. Теперь 2 слоя лака. Лак использую паркетный, полуматовый. На лаке подтеки образуются очень легко, поэтому наношу малыми порциями и растираю еще тщательнее. После высыхания прохожу по лаку 1000-ной наждачкой, тоже без нажима, снимаю пыль. В заключение финишная полировка войлочным кругом, эксцентриковый шлиф машиной. Теперь соберу изголовье и изножье кровати. Перед склейкой не забудьте проверить нумерацию соединений, чтобы избежать неожиданных проблем. Окрашенную поверхность деталей при сборке я защищаю фанеркой и прокладкой из ЭППС для ламината. Выступающий клей сразу убираю влажной тряпкой.
Сборку удобно производить вертикально. Чтобы не повредить покрытие, подстелите под деталь плотную ткань. На вкрученную в изножье шпильку надеваю центральную балку и затягиваю гайку через отверстие в балке. Теперь вставляю боковые планки. Сверху накладываю деталь изголовья кровати, начиная со шпильки в центральную балку. Стыкую отверстия с шипами всех боковых планок и затягиваю гайку в центральной балке. Пока кровать стоит вертикально, на ножки приклеиваю фетровые накладки. Теперь, опустив каркас на пол, стягиваю одну из сторон. Не забудьте защитить лаковое покрытие подкладками под струбцины. Фиксирую соединение болтами-саморезами. Теперь стягиваю и фиксирую другую сторону. В качестве прокладки на центральную балку я использовал остатки утеплителя для труб. Теперь вставляю ламели. Как именно их вставлять, я покажу на видео чуть позднее. Со стороны изголовья я пока не вставляю пару последних ламелей. Нужен доступ для крепления спинки. Сначала наживляю все саморезы, затягиваю после выравнивания. За пошив ответственны женские руки. По собранной спинке легко сделать выкройку. Под эко-кожу мы подклеили тонкий поролон 5 мм. Прошиваем только по коротким сторонам и вокруг вырезов для стоек спинки.
Перед креплением второго края натягиваю и выравниваю кожу, чтобы не оставалось складок. Для крепления использую мебельные декоративные гвозди, и расстояние между ними делаю одинаковое. Чтобы края не топорщились, их тоже притягиваю гвоздями к деревяшке. Кожей я закрою крепеж на лицевой стороне спинки, поэтому полку нужно прикрепить заранее.
Спинка кровати готова. Теперь установлю ее на место. Теперь фрагмент о том, как устанавливать ламели. И в заключение приклеиваю декоративные накладки на торцы полки. Кровать своими руками закончена, даже две. Можно пользоваться. Для желающих повторить мою конструкцию, привожу чертежи. Они также будут доступны на сайте в блоге про кровать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях. Если было интересно, подписывайтесь на наш канал. А еще мы появились в Instagram. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.